Всем привет! Глава думской фракции и лидер партии «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов выступил с неожиданным и странным предложением. Он призвал правительство РФ запустить нацпроект «Народный автомобиль», в рамках которого для россиян создали бы отечественную машину сегмента Ultra Low Cost. Необходимость этого политик связал со старением автопарка, что чревато увеличением аварийности на дорогах. Проблема старения автопарка, которая уже начинает сказываться на аварийности, в дальнейшем будет нарастать в геометрической прогрессии. Выход 1. Нашей стране нужен народный автомобиль, отвечающий современным базовым требованиям по безопасности и комфорту. Поделился соображениями Миронов. Розничная цена народного автомобиля должна составить 500 тысяч рублей. Разрабатывать и запускать в серию его необходимо с мощной государственной поддержкой. Как считает Миронов, новую машину нужно оборудовать двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 100-120 лошадиных сил. Ей необходимы повышенный клиренс и наличие навигационной системы Aero GLONASS. В ней должны быть ручная коробка передач, 2 подушки безопасности, антиблокировочная система ABS и система курсовой устойчивости, а также кондиционер. Заметим, что в России уже предпринимались неоднократные попытки создать народный автомобиль. Перечислим некоторые из них. Каркасно-панельный Мишка, работа с перерывами и сменой инвесторов велась с 1998 по 2015 год. Йомобиль. Проект разрабатывали в 2010-2014 году на деньги магната Михаила Прохорова. ВАЗ-1121, АК-2. С 2001 по 2006. Инвесторы АвтоВАЗ и КАМАЗ. Эти 3 темы дошли до стадии рабочих прототипов и были закрыты. Наиболее реалистичным и глубоко проработанным можно считать проект АКИ-2. Машина была на 100% разработана и частично испытана. Ее конструкцию и дизайн можно назвать актуальными до сих пор. АК-2 была закрыта из-за смерти идеолога Виктора Полякова и по чисто экономическим причинам. Проект не сулил ВАЗу и КАМАЗу большой прибыли. Сегодня самый дешевый российский автомобиль Лада Гранта стоит от 693 тысяч рублей. Почему Миронов заговорил о народном автомобиле, не до конца ясно. Но здесь можно напомнить, что в июле 2021 года с аналогичной идеей выступал бывший глава ВГУП НАМИ и идеолог проекта «Кортеж» Максим Нагайцев. В интервью журналу «Эксперт» он говорил так: «Судите сами, 500 тысяч народных автомобилей в год по цене 500 тысяч рублей – это 250 миллиардов рублей выручки. Очень существенно для достижения наших целей. Я лично с удовольствием бы взялся за такую задачу – сделать доступный, разнообразный, полезный в использовании, современный, удобный автомобиль для тех, кто сейчас вынужден ездить на 15-летних и даже старше машинах. За последние 2 года средняя стоимость автомобилей в России почти удвоилась. Но Миронов почему-то придерживается того же ценового рубежа, что назвал и Нагайцев. Сегодня зашел на автоспот.ру и заметил, что предложений на новое авто стало гораздо больше, а скидки за наличные уже не редкость. Ну тут все понятно, машины, везенные в прошлом году, дилерам нужно продать и привезти этого года. Валюта вновь скачет, и сделать это надо максимально быстро. Ссылку на новое авто с достойными скидками как за наличные, так и за кредит трейд-ин я оставил в описании, пользуйтесь. Также на Автоспот вы найдете лучшее предложение на ТО вашего автомобиля. Я считаю, пусть пошлины отвяжут от евро и будет нам народные авто. Также пусть создадут промышленность, чтобы работяги были снова в почете, чтобы труд стоил денег и над инженерами не смеялись. Можно изменить госпрограмму покупки авто, поддерживать не банки, а людей. Например, стоит гранта пусть как сейчас у дилера 900 тысяч рублей, пусть любой может купить ее за 500 тысяч, например, раз в 5 лет. Разницу доплачивает государство непосредственно АвтоВАЗу. Не знаю, байка или нет, но вот как Сталин сделал лучшие спички в мире. В середине 30-х годов прошлого века в СССР работала 31 спичечная фабрика. но они не обеспечивали потребностей страны, да и качество содержимого коробков оставляло желать лучшего.
Несмотря на большое количество фабрик, они не удовлетворяли потребности, и причина была в их качестве. Спичек производилось много, но нормально функционировать могли только пару штук в пачке. Производство спичек наладилось только к 1940 году. Перед этим на фабриках проводили реконструкции, ставили спичечные автоматы. Тогда производство значительно увеличилось, и СССР начал экспортировать их в коммерческих масштабах. Вскоре советские спички были признаны лучшими в мире. На самом деле такое производство было запущено самим Генсеком. Из-за большой траты денег, которая не приносила пользы, проблемой занялся сам Сталин. Собрав однажды директоров спичечных заводов, Иосиф Виссарионович внимательно слушал доклад руководителей. В начале выступления 9-го по счету директора Сталин набивал трубку американским табаком, подаренным ему болгарским Ильичом Георгием Дмитриевым. После слов «доклад закончил», Иосиф Виссарионович не спеша подошел к стенду с образцами продукции и взял коробок из самой середки. Первая спичка сломалась, вторая оказалась вся залита серой, третья была с отколотой головкой, четвертая не зажглась. Вождь прикурил только с 9-й попытки. С удовольствием затянувшись, он тихо спросил: «Я надеюсь, вы все поняли?» Вопросом качества спичек занялись лучшие химики и технологи. К 1940 году СССР стал мировым экспортером спичек. Красные спички стали самыми надежными спичками в мире. Вот и гранта стоила бы 500 тысяч при всех дотациях. А как считаете вы, какая настоящая цена гранты сегодня? Пишите в комментариях.